Панели это 25% от того, что вообще. Паша раздавил свой штатив. Друзья, привет! Это АИБ ГАЭКО, и это новый выпуск про солнечную энергетику. Вы помните, мы говорили, что в поселке практически нет электричества. Мы начали с того, что сделали себе в поселке, в котором нет электричества, электрозабор. Супер логично. Что делать? Зато он круто работает. Если не смотрели еще, посмотрите наш выпуск. Очень интересно и познавательно, мне кажется. Ну так вот, теперь нам нужно электричество, чтобы работал электрозабор. Это солнечные панели. Одну панель мы уже захреначили наверх, мы забыли снять. Ну, вторую сейчас как раз покажем, как будем монтировать. Для этого мы сделали вот такую хрень. Обычная дверная петля, обычная деревяшка. Все это просверлили дырочки, закрутили болтики. Не удивляйтесь, болтики не от большого ума разные, а потому что мы их забыли просто с собой взять. Поэтому поставили, какие были. Вот, но болтики стоят с этой стороны, болтики стоят с этой стороны. Срезано, чтобы не мешалось. Между ними кусок корабельного материала, для того, чтобы у нас крыша не потекла. В принципе, ничего сложного. Мы это подготовили, потому что, ну, что тут снимать. И идем наверх ставить эту панель. Она не тяжелая. Можно ее в одиночку вполне себе позволить. Не та сторона. Еще раз, она не тяжелая. А еще раз, она не тяжелая. В одиночку ее можно поставить наверх. Вот панель, которая у нас стоит уже. Она прикреплена внизу крыши на петлях. И вот так она может спокойно двигаться. Для чего это сделано? Сейчас конец лета, угол наклона должен быть вот примерно такой. На глаз мы потом померяем, посмотрим, как это померить. Зимой солнце будет ниже, мы поставим другую подставочку. Примерно, ну вот так она будет. То есть максимально, чтобы была максимальная эффективность, мы посчитали, что примерно 4 раза в год нам придется менять подставочки. Ну, вот таким вот образом. Но мы не сильно ленивые. Так что норм. Интересно? АИБ ГАЭКО. Подписывайтесь, если еще не подписались, ставьте лайки нам и смотрите. Мы постараемся быть полезными и интересными. В чем прикол нашей хитрой истории? Хитрость, которую мы сделали. Крыша состоит из слоев. Мы положили сюда ляпушку и подсунули ее. И потом сверху еще одну ляпушку положим, и у нас ничего не будет течь. Это все сейчас саморезами закрепим. Готово. Ба-бам! Сань, что забыл? Блин, вот такую фигню забыл. Ну, я пошел. Теперь волшебство. Мы кладем раз. Смотрите, как же эти саморезы. Саморез, который закрученный с такой головкой в гибкую кровлю битумную, он никогда не течет. Ну вот на практике. Это не очень хорошо, когда делается нормальная крыша в доме из гибкой черепицы. Там одна на другую накрывает, там саморезы вообще не торчат. Но в принципе на практике, если саморез закручен плотненько в гибкую черепицу, таким образом, протекать он не будет. Может быть, какие-то кровельщики со мной поспорят, но вот из того, что я делал, крыша не течет, если где-то нужно таким образом закрепить. Лишних дырок делать не стоит, но там, где нужно именно плотно прижать, мы можем аккуратненько закрепить. Главное его не передавливать, чтобы у вас не получилась дырка. Вуаля, солнечная батарея готова. Ну что, как видите, панели стоят, но электричества у нас еще нету. На самом деле, когда вы начнете делать солнечную станцию, вы поймете, что панели это 25% от того, что вообще стоит победить. Они самые такие красивые, за домик такой у нас прикольно смотрится, да, с панелями. Вот. На самом деле самое сложное дальше. И сейчас мы идем вниз, вытаскиваем целую кучу всякой хрени, которая будет подключаться к панелям. Мы уже дома, когда уезжали из Красной Поляны, мы всю систему на полу собирали. Почему это было сделано? Потому что
ну, чтобы из-за какой-то мелочи у нас здесь не было проблемы. Вот, мы собрали, все проверили, она работала. Сейчас вот мы ее вытащим всю и будем собирать вместе с самого нуля. Вот панели висят. От панели у нас идет... Это проводочек, который соединяет между собой две панели последовательно. Это минусовой провод, это плюсовой провод. То есть здесь уже, если пооблизывать, там, скорее всего, есть ток. Ну, примерно 70 вольт там было. Отсюда ток. Сейчас нам нужно как-то в систему запитать, получить 220 и как-то еще и сберегать. Погнали. АИБ ГАЭКО. Если не подписались, еще подписывайтесь. Главное не бояться. Здесь лежит все, что нам нужно будет для того, чтобы организовать солнечную прям электростанцию на самом деле. Потому что, как я уже сказал, панели, которые наверху, это только часть истории. Нужно все вот это. Это сейчас смотрится уже так даже не так страшно, потому что оно частично собрано. Я ж в поляне мы это собирали, смотрели. Давайте разбираться, что, для чего, куда, зачем идет и вообще, что это за приборы. Вот эта фигня называется гибридный инвертор. Инвертор максимум может у нас принять 1,5 киловатта. У нас каждая панель 300 ватт дает, 330 ватт. То есть мы можем максимум поставить, подключить к этому инвертору 4 панели таких больших. Панели у нас максимально мощные и там, ну, с какими-то нано-супер технологиями, в общем, очень хорошие. В общем, 2 поставили, можем еще 2 подключить потом, когда будет возможность. Значит, электричество приходит в него от панелей. Он там что-то с ним делает, перерабатывает в 24 вольта и дает на аккумуляторы. Вот у нас аккумуляторы. Здесь у нас 8 банок по 3,2 вольта каждая. Всего они подключены, сейчас мы их подключим последовательно. Суммарно они дадут 24 вольта. То есть вот мы подключаем. Давайте сразу разбираться. Я буду рассказывать и разберусь заодно с тем, что у меня здесь ничего не забыл, я не потерял никакие провода. Вот такие толстые провода у нас идут от инвертора к батареям. Я сначала долго не мог понять, почему такая цифра получилась, когда считали. Вот, но потом низкие токи, на низких токах важно сечение. Если мы сделаем провод тоньше, он будет греться, будет падать, будет высокое сопротивление и прочее, прочее. Значит, что у нас здесь есть? 2 провода. Мы их просто покупали по метражу. Вот эти наконечнички, это я обжимал, обычные наконечнички, обжимаешь и термоусадкой делаешь. Ничего сложного. Вот здесь у меня висит, это предохранитель. Ну, то есть, как в машине, если будет какой-то неправильный ток, он перегорит. Вот. На Алиэкспрессе заказывали. Значит, это плюсовой, минусовой провода. Все, то есть, посмотрели, это у нас провода есть, подключиться сможем. Дальше, следующие толстые провода, толстые длинные провода. Провода на панели. Панели подключаются вот таким хитрым наконечничком. Он хитрый, потому что он, во-первых, водозащищенный, во-вторых, он имеет там плюс-минус, чтобы не перепутать. Вот, то есть, это туда я показывал, где они висят. Это замотано, заизолировано сюда. Тоже 2 провода, плюсовой, минусовой. Мы сейчас здесь разложим, а потом все это будем собирать в домике уже на постоянку. Готово. Что за хрень? Называется балансировочная плата. То есть аккумулятор состоит из кусочков. И каждая банка должна примерно давать одинаковый вольтаж. И вот чтобы, если там какая-то разница возникает, вот эта штука как-то их уравнит. Я, честно говоря, до конца не понял, как она работает. Ну, в общем, везде пишут, что она нужна. Тут схема есть, все это подключается достаточно просто. Ну, подключим, должна работать, в принципе. Без нее может станция работать, но аккумуляторы, скорее всего, быстрее умрут. Кстати, об аккумуляторах. У нас литий-феррумные аккумуляторы. Но это сейчас последний писк моды в солнечной энергетике, потому что в основном используются более простые, дешевые, это свинцовые аккумуляторы, там гелевые какие-то, там бла-бла-бла, но в принципе они ничем не отличаются там принципиально от обычных автомобильных аккумуляторов. В чем минус тех аккумуляторов? То, что через 2000 циклов зарядки-разрядки они умирают. 2000 циклов это там максимум 5 лет. Если их заряжать, разряжать очень на полную, то они умирают еще быстрее. Ну, то есть ты через там 2-3 года снова становишься перед вопросом, что тебе нужно вкинуть денег на эти аккумуляторы. Вот такие аккумуляторы выдерживают больше 10 тысяч циклов зарядки-разрядки, не так чувствительны к полной высадке, к полной разрядке. Ну и то есть примерно там, как пишут, на 10 лет должно хватить. Они стоили примерно в 2 раза дороже, чем вот эти гелевые аккумуляторы, но служат они там гораздо дольше. Мы, в общем, решили взять классные аккумуляторы. Вот, соответственно, с классным аккумулятором взяли такую схему.
AliExpress. Это взяли, так как прибор сложный, дорогой и могут быть какие-то гарантийные истории, мы взяли в России, чтобы было кому, короче, прийти и посмотреть в лицо, если вдруг какие-то будут проблемы. Что у нас в щитке? Такая история, какая-то куча проводов. Смотрите, все очень просто. Электричество приходит с панелей сюда. Здесь оно перерабатывается, идет туда. Там оно хранится. Потом, когда оно нам нужно, оно возвращается обратно в эту машинку. Эта машинка перерабатывает его в 220. И есть выход в щиток. В щитке обычные автоматы, все как в обычном доме. То есть и здесь дальше уже из щитка идут все потребители. У нас есть провод дополнительный, чего нету в обычном щитке, от генератора. То есть если нам не хватает панелей, мы можем завести бензиновый генератор. Бензиновый генератор, ток с бензинового генератора опять же приходит в эту машинку. Она его перерабатывает и заряжает от него аккумулятор, и дальше все по кругу. Ну, то есть, такое, как бы, если бы у нас было иногда электричество от поселка, мы могли бы тоже сюда воткнуть, и всем вот этим управляет вот эта машинка. То есть, это такой мозг. Да? Здесь мы храним, там получаем от панелей, там получаем от генератора, а вот эта фигня вся разруливает и дает нам правильный, нормальный ток с нормальным количеством там вольт, ампер и прочих. Выдавать она способна 3 киловатта в стандартном режиме и 6 киловатт в пиковом режиме. Ну, то есть, если там запускаешь какое-то сложное оборудование, до 6 киловатт она способна мгновенно выдать. Потом 3 киловатта мы можем пользоваться спокойно. Ну, 3 киловатта это прям приличный дом нормальный может существовать на этих киловаттах. Ну, такая история. Теперь все собираем вместе и смотрим, как это будет работать. От панели у нас всего 2 проводочка. Плюс и минус. Все остальное будет внутри в доме. Вот какова вероятность? Это просто. Вот вы будете, вот вам дадут, скажут, тебе 10 попыток, ты не знаешь, где балка, короче, да? Вот тебе, ты не знаешь, где балка. Я знаю, где балка. Она идет каждый 61 сантиметр. Вот саморезы. Пах! Ровно посередине балки. Ровно. Толщина балки 2,5 сантиметра. И дальше весь монтаж у нас внутри идет. Потащили мы провод, это от батареи и вот это от батареи. Здесь будет инвертор висеть. Надо сейчас деревяшку закрепить. Идеально. Смотрим, подключаем станцию теперь уже по-нормальному. Сразу, чтобы разобраться с проводами, входит сюда провод. Это провод от генератора. Это реле напряжения, оно ограничивает, с генератора может быть ток не очень стабильный, поэтому чтобы не мучить наш чудо-инвертор, мы поставили сюда реле напряжения, здесь настроечки небольшие. Ну, в принципе, срабатывает так же, как эти автоматы, если что-то превышается, он будет вырубать. Дальше с реле напряжения, вот у нас висит проводочек. Дальше отсюда же висит проводочек, это питание на уже выход из инвертора. Вот питание и дальше обычный щиток. Для примера мы повесили одну розетку, просто чтобы попробовать, потом нормально уже сделаем провода. Вот, нам сейчас важно понять, что вообще это работает фигня или не работает. В щитке все просто. Дальше опускаемся вниз. Вот провод пришел. Это с панелей. Это провод висит на аккумуляторы. Полочку сделали для аккумуляторов. В принципе, собираем. Мы поставили аккумулятор на место. Сейчас пока ставили аккумулятор, был, как ваш называли, Epic Fail. Плата балансировки лежала на аккумуляторах, ну просто положили, да. Но забыли, что она металлическая, замкнула контакт. Надеемся, что не спалили ее. Ну, посмотрим еще, непонятно. Самые большие провода идут у нас от аккумулятора к инвертору. Они поэтому сделаны короткие. Если будете планировать станцию, располагайте аккумулятор рядом с инвертором всегда. Здесь на инверторе все подписано. Главное ничего не перепутать. Ну и не бояться. Это плюс, да?
Так, минусовой провод готов. Плюсовой провод. Нужно, чтобы все было четко. Все происходит максимально нечетко. Плата балансировки. Подключили ее по схеме. Вот последний провод подключаю. Висит коряво, потом что-нибудь придумаю, как ее повесить нормально. Сейчас главная задача проверить, что все работает. Панели. Это у нас плюс. Это автомат входной, чтобы выключать батарею. Включаем, Паш? Последняя проверка, все провода посмотрим. Так, да, Паша правильно сказал, последняя проверка всегда важна. Плюсовой, плюс, пап, плюс, солнечная батарея. Минусовой, минус, ушел, все нормально. Линия аккумуляторов. Минусовой, плата балансира, минусовой, здесь все включено по схеме. Плюс, плюсе, выход, N, line, земля, все верно. Здесь вход генератора, нейтраль, линия от генератора. Ну, вроде бы все. Включаем. И инвертор у нас выключен. Что? У нас заряжается панель, аккумулятор 220. Панель дает 10 ватт. 10 ватт уже после заката. Напряжение батареи 26,3. Полная. Ну, в общем, Полная, полностью заряжена. полная батарея, полный аккумулятор и батарея. Ну, уже закат, сумерки, и но все равно 10 ватт она дает хотя бы что-то. Вот, мы уже немножко зеленые от съемок, от монтажа, от всего уставшие. Вот, так что. Но самое главное, у нас работает панель, и мы подключили электрозабор. Все хорошо, мы пошли есть. Давай. Это было сильно. Так, друзья, у нас середина дня. Вчера мы подключили панели, но вчера толком не смогли померить, сколько ватт они нам дают, сколько, какие вообще параметры. Вот, мы дождались середины дня. Солнышко стоит у нас высоко в небе, тучек пока нету. Я лезу на крышу, будем менять наклон панели и смотреть, при каком углу панели сейчас для этого времени максимально идет напряжение. Сейчас Паша смотрит на табло инвертора, а я поменяю угол. Так, нулевой угол. 440? 400 или 300? В общем, я слез с крыши. Сейчас покажу, как мы смотрим. Паша тут панели. Проблема в том, что мы не можем никак разрядить аккумуляторы. Они очень быстро заряжаются и перестают заряжать. Паш, ну покажи, где у нас. Так, смотрим. Вход, ПВ, панель, значит. Напряжение, мощность начинает падать. Инвертор забирает столько, сколько ему нужно, понижает. Мощность падает, потому что ему некуда девать, батареи полные. Сейчас Паша включит электроинструмент, там 1,6, по-моему, киловатта. Вот. И когда он крутит инструмент, система начинает потреблять.
Нам нужно 500, даешь 500, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, 500, 500, 500, 500. Ну. В общем, пока мы получили от панели, подняв панели градусов на 35-40, получили около 500 ватт зарядки. Больше, то ли это максимум для панелей для этого времени года. То есть я напомню, у нас с панели заявленная мощность максимальная при идеальных условиях. А идеальные условия это под 90 градусов падающие солнечные лучи, солнце стоящее максимально высоко и мороз. То есть вот такая история, когда панели нагреваются, они чуть падает ее мощность. То есть при идеальных условиях наши панели должны дать 660, это максимум, ну как, типа в лаборатории. Вот. Сейчас инвертор нам показывает 500 ватт. Ну, в принципе, это, в общем, Паш, неплохой, да, результат? Я думаю, что это неплохо. Вполне достаточно. Будем тестировать, будем смотреть. Да, будем смотреть, но пока вот такой формат мы оставляем. Осенью будем другой угол смотреть, зимой. Тоже посмотрим, как он себя. Да, ну, кстати, 35-40 градусов это близкий к осени вообще угол. Хороший угол для осени. Так что, ну, смотрим.